Вы когда-нибудь задумывались над тем, как со временем менялось общее настроение тех игр, в которые вы играете? Что когда-то они были веселее, а сейчас они стали серьезнее, эмоциональнее или поменялись как-то еще? Я тоже не задумывался. Но недавно я вспомнил про одну из своих самых любимых игр, включил PlayStation 2 и провел несколько дней, ощущая простую легкость и чуть ли не детскую радость. И поймал себя на мысли, что я тупо не могу вспомнить новых игр, которые вызывали бы во мне те же чувства, даже в этом же самом жанре. Раз вы здесь, то вы наверняка слышали о серии Burnout. Некогда легендарной, практически как Flatout, но уже давно забытой. Последняя часть, Paradise, вышла в уже далеком 2008 году, и с тех пор единственным пополнением франшизы стал ремастер оной в 2018. А мобильный Burnout Crash из 2011 мы не вспоминаем. И если вы поспрашиваете людей, какая игра серии является, по их мнению, лучшей, на первом месте по количеству ответов, скорее всего, окажется Burnout 3 Takedown. Paradise, возможно, окажется в списке второй, а вот об игре, что вышла между ними, Burnout Revenge, говорят не настолько часто. Так вот, я намерен это исправить. Burnout всегда была серией об опасном вождении. В первых двух играх это не было выражено настолько ярко, но суть все равно была в этом с самого начала. Води по встречке, бей своих соперников, устраивай массовые ДТП. В общем, делай все, что так хочется каждый раз, когда сидишь в пробке, но что так предательски не позволяют правила дорожного движения. И, пожалуй, счета за ремонт своей и чужих машин. И с каждой новой частью градус безбашенности постепенно повышался, пока не достиг своей высшей точки в Revenge. Свою полную отбитость она демонстрирует с первых секунд, взрывая логотип студии разработчика и используя самый гранжевый стиль интерфейса во всей серии, а во вступительных и обучающих роликах на Crash FM на протяжении всей игры вас будет сопровождать единственная в серии девушка, которая явно получает много удовольствия от происходящего. Hate traffic? Good, because it's time to get revenge on rush hour. Burnout style. И первый же ваш заезд станет демонстрацией новой механики, которая по сей день уникальна для этой игры. Проверка трафика. Ваша задача — снести с дороги как можно больше машин, нанеся этим максимальный финансовый ущерб. И что вам для этого нужно делать? Правильный ответ — включать ускорение и со всей дури таранить каждую попутную машину, отфутболивая их на десятки метров вперед. Глупо? Возможно. Казуально? Да наверняка. Весело? Твою ж мать, еще бы! В вашем поле зрения каждую секунду находится несколько десятков ни о чем не подозревающих тихоходных автомобильчиков, которые вы мгновением позже начинаете раскидывать во все стороны, почти не замедляясь. Те, что вы пропускаете, мелькают мимо вас на скорости света, создавая безумное ощущение скорости. А уж если вы попадете какой-нибудь машиной во встречный грузовик, то это отдельное удовольствие. Но и осторожность не помешает, потому что если вы бахнетесь в грузовик, автобус или любую встречную или перекрестную машину, то разобьетесь сами и потеряете драгоценное время, и это держит в напряжении. Но потом игра возвращает вам более традиционные режимы, вроде кольцевых заездов, гонок на выбывание и дорожной ярости, и тут вскрывается самый сок. Вот это сумасшествие первого заезда не является эксклюзивом этого конкретного режима. Аннигилировать дорожные заторы вы можете вообще всегда, и это очень многое меняет. Да, это несколько облегчает ваше передвижение по дороге, раз вам больше не надо так сильно волноваться о возможности аварии с вашим участием, но зато это открывает новые возможности для дорожного боя. Третья часть же называлась Takedown не просто так. В ней появилась возможность метким и мощным ударом на время выводить из игры машины соперников, и Revenge эту механику не только не потеряла, но и развила дальше. Пожалуй, единственное, что может быть приятнее, чем уничтожить противника, приземлившись прямо на него, это запулить в него другую машину, как пушечное ядро. И это точно так же непросто сделать, потому что нужно буквально за доли секунды сообразить, как и когда подрулить и под каким углом заехать вон в тот седанчик, чтобы он обеспечил вам первое место, убрав с него другого водилу. Каждый раз ловлю от этого дикий кайф. Но здесь очень легко просчитаться и разбиться самому. Красота Burnout Revenge в том, что пока она показывает, как смачно ваш блестящий спорткар превращается в искореженную груду металла, в которую машину-то узнать сложно, она не отбирает у вас управление. Здесь появляется то, что игра называет автотач, возможность рулить своей разбитой колымагой, и вот так вы можете вписать ее в одного или даже нескольких соперников, что плелись позади вас, разбив уже их машины. Это важно не только потому, что так вы ни на секунду не выбываете из действия,
действия, но и потому, что если вы не заберете с собой еще хотя бы одного противника, то потеряете часть своего запаса ускорения, а его в Burnout и так много не бывает. И на этом моменте ветераны третьей части могут возразить, мол, чел, в Takedown так тоже можно было. И вы правы, можно было. Но Revenge в какой-то момент добавляет еще одну крутую фишку помимо этого. Она называется Crash Breaker, и ее суть в том, что вы можете потратить все ускорение, что у вас есть, чтобы взорвать то, что осталось от ваших колес, и уничтожить вообще все живое в зоне поражения. Опять же, это уже было в трешке, но только как бонус в режиме аварии, а здесь после определенного момента он постепенно становится доступен почти во всех видах гонок в любой момент. И как же чертовски охрененно это ощущается, когда у вас получается одним взрывом зацепить вообще всех соперников. Вообще вся игра построена так, чтобы вы чувствовали себя самым главным парнем на районе, что впрочем совершенно не мешает ей бросать вам вызов, но об этом позже. Свое название Revenge она получила в честь новой механики мести. В гонке не только вы можете выносить своих соперников с трассы, но и они вас тоже. И если кому-то это удастся, то игра особым образом обратит на него ваше внимание, чтобы вы знали, что за негодяй вздумал перейти вам дорогу, вот его сейчас проучу, ёпт. И теперь вам надо его догнать и отомстить, разбив его тачку. Дополнительных наград за это вам не будет, но зато вам привалит удовлетворение, ведь месть сладка, а ваш ответный удар игра покажет с особым пафосом. Еще очень красиво бывает, если вы вмазываете своего противника в какую-нибудь особую достопримечательность на трассе. На каждой локации таких 3, и для каждой этот специальный ракурс демонстрируется лишь один раз, чем заставляет эти аварии ощущаться еще более особенными. Не говоря уже о том, что и без этого практически каждый кадр игры это услада для глаз, чистый праздник разрушения. Отовсюду летят искры и куски пластика, металл сгибается в узлы, стекло бьется в крошку, а раз в какое-то время буквально 100% площади экрана на несколько секунд занимает мощный взрыв. Тем удивительнее, что старушка PlayStation 2 варит все это при честных 60 кадрах в секунду. И звук не отстает вообще ни разу. Burnout Revenge это одна из тех игр, что хочется включить погромче не только из-за музыки. Пронзительный визг резины, мощные удары, свист пролетающих мимо машин, столбов и зданий, гремящие звуковые эффекты и взрывы, которые своим басом проверят ваши динамики на прочность. Однако все это относится к оригинальному релизу игры на PlayStation 2 и первом Xbox. Спустя какое-то время для Xbox 360 вышел HD ремастер, в котором не только переборщили с эффектом свечения так сильно, что у меня уже месяц светлячки перед глазами не проходят, но и утратили хорошую такую долю стилистики и значительно поменяли саунд-дизайн. По моему мнению, в худшую сторону во всех аспектах, кроме звуков двигателя.
И это все, конечно, очень хорошо, но есть же еще один важный вопрос. Что мы вообще делаем в этой игре? Как мы ее проходим? Я рад, что вы спросили. И ответ здесь вполне простой. Это же Burnout, чего еще здесь ждать? Режим карьеры поделен на 10 классов, в каждом из которых есть определенное количество состязаний на нескольких локациях, и за завершение каждого события вы получаете рейтинг из 5 звезд. Чем больше у вас суммарных звезд, тем выше ваш уровень и тем дальше вы продвигаетесь. И вот эта простота, это, на мой взгляд, одновременно и одна из самых прикольных фишек игры, и один из ее серьезных, пусть не многочисленных, недостатков. Прикольно это потому, что прогрессия в целом получается очень бодрая. На полное прохождение игры у вас может уйти где-то часов 15, и в течение этого времени вы будете постоянно повышать свой класс, разблокировать новые события и машины и получать награды. По ощущениям, где-то добрая половина гонок, что вы завершаете, сопровождаются какими-либо бонусами в конце, что всегда дает вам чувствовать, что вы действительно двигаетесь куда-то вперед. Этому очень помогает и регулярная смена локаций. То вы носитесь по улицам Майами, то едва успеваете уворачиваться от бесконечных кранов и контейнеров в доках Детройта, то пытаетесь не навернуться с огромной высоты в заснеженных Альпах, то пытаетесь понять, почему в Токио все внезапно едут вам навстречу. И даже несмотря на то, что в целом география в игре не очень широкая, по сегодняшним меркам уж точно, за все эти часы приесться она не успевает как раз из-за того, что вы постоянно скачете между разными городами и странами. Но косяк кроется в том, что именно добиваетесь этой прогрессии вы не очень ровно. Суть в чем? За каждый заезд в конце вам присуждают рейтинг из 5 звезд, и состоит он из двух частей – медали и оценки вашего вождения на протяжении заезда. С медалями все просто. Золото добавляет к рейтингу 1 звезду, серебро не меняет ничего, а бронза отнимает 1 звезду. А вот оценка вождения – штука более странная. В большинстве случаев добить ее до максимального 4-звездочного уровня и удерживать там не составляет совершенно никакого труда. Будь это обычные кольцевые гонки, гонки на выбывание, дорожная ярость, максимальный рейтинг вам обеспечен уже чуть ли не в течение первой минуты, чаще всего. Но в состязаниях на уничтожение трафика или гонках на время складывается такое ощущение, что этот рейтинг активно вам противодействует. Что бы вы ни делали, он постоянно норовит улететь вниз, но вот ближе к концу он уже как-то выравнивается и начинает вести себя более-менее нормально. И вообще непонятно, от чего это зависит. Даже мне, несмотря на то, что я познакомился с игрой еще году в 2006. И самое веселое, что при всем при этом вы все равно можете легко достигнуть максимального уровня еще за 2-3 полных класса до конца игры. Но это вовсе не значит, что после его достижения игра внезапно заканчивается. У вас все еще есть непройденные события, незавершенные списки испытаний, заблокированные машины и так далее. И эти моменты мы, кстати, тоже еще не обсудили. Видов заездов здесь, конечно же, достаточно много. И обычные кольцевые гонки, и гонки на выбывание, когда каждые 30 секунд вылетает водитель на последнем месте, и дорожная ярость, где вам нужно уничтожить как можно больше машин соперников, при этом уложившись во время и не расхреначив свое авто быстрее, чем надо, и странные гран-при, в которых вы проходите несколько гонок за раз, но при этом в итоге награду получаете такую же, как если бы вы прошли одну, и гонки на время, и ранее упомянутая атака трафика, где вы сражаетесь с пробками, и отдельный режим аварии, где вы устраиваете самое большое ДТП. И два режима из этого списка я хочу выделить особенно. Во-первых, как ни странно, гонки на время. Все потому, что требования ко времени в этих заездах весьма серьезные, а машину вам выбрать не дают. И в большинстве случаев для того, чтобы пройти такую гонку на золото, нужно, во-первых, вообще не разбиваться, максимум один раз, ладно. А во-вторых, хорошо знать трассу и все срезки на ней. Вообще, есть еще один ингредиент, но о нем я умолчу. Будет круче, если вы сами его обнаружите. И только сочетая эти три вещи, вы сможете приезжать к финишу до того, как начнет истекать золотое время. И я бы это так не отмечал, если бы подобное подталкивание к изучению трассы не давало по-новому взглянуть на левел дизайн, который я считаю одним из лучших в жанре. Среди реалистичных игр уж точно. То есть все, что похоже на Mario Kart и Wipeout, не считается. Все карты в игре уже сами по себе очень красивые, запоминающиеся и предлагают свой собственный челлендж, будь то риск сорваться с высоты, левостороннее движение или огромное количество сооружений прямо посреди дороги. Но срезки делают все это еще интереснее. Они изобилуют вертикальностью, нередко подкидывая вас высоко вверх и давая тонны ускорения. Они могут связываться друг с другом в цепочке, а могут, находясь рядом, вести в совершенно разные стороны, так что одна действительно сэкономит вам время, а вторая мало на что повлияет.
И срезки практически всегда несут с собой дополнительный риск. Это могут быть узкие улочки с выпирающими из стен колоннами, о которые можно легко расшибиться, или трудновыполнимая цепочка прыжков вас может поджидать почти что угодно. И даже когда вы уже знаете трассу, нет никакой гарантии, что в этот раз вы не налажаете, решив срезать через ущелье. Второй режим – это режим аварии. Ваша цель – метким ударом врезаться в кого-нибудь так, чтобы устроить самое массовое ДТП, какое только можно, и ваши старания оцениваются в размере финансового ущерба. И это, пожалуй, самый тактический режим. Вам дается определенная площадка, которую вы можете использовать как вам угодно, и успех зависит только от вас. Какую траекторию из предложенных вы выберете, насколько тяжелую и быструю машину вы возьмете. Если вы прыгаете, то насколько хорошо вы справитесь с боковым ветром, и даже насколько хорошо вы запустите машину. Хотя вот этот ручной лонч-контроль пошел под нож в релизе для Xbox 360. Чтобы момент с тактикой действительно работал, все передвижения и порядок машин трафика полностью заскриптованы, а свое четырехколесное оружие вы выбираете не в гараже, а прямо на месте. Потому что самая тяжелая или самая быстрая машина — это не всегда выход. Самая тяжелая может просто не допрыгнуть куда надо, а самая быстрая может приехать к перекрестку раньше времени. И когда вы таки вмазываете свой пепелац в какой-нибудь автобус, больше вы никуда ехать не сможете. Но это отнюдь не значит, что вам остается только сидеть и смотреть, как все больше несчастных водителей влетают в кучу малу, которую вы создали. У вас все еще есть автотач и крашбрейкер, которыми вы пользовались в более традиционных заездах, а это значит, что контроль над своей грудой хлама вы не теряете. Больше машин скапливается, больше ускорения вы получаете. Заполняете шкалу, можете рвануть со всей дури. Если повезет, то даже и не один раз. А после взрыва можно направить свою корягу в тот участок, который вы еще не задели. И господи, боже мой, наблюдать за этим натуральным хаосом и, что еще круче, режиссировать его — это безумно весело. Когда вокруг вас скапливается уже штук 30 разных машин, включая грузовики и автобусы, а потом вы нажимаете на спуск. Это просто бесценно. И чувство собственной крутости увеличивается еще в несколько раз, если у вас получилось пройти задание не с первого раза, и до этого вы какое-то время сидели и разбирались, как же лучше всего к этому делу подойти. Но этот режим тоже не без своих косяков, конечно же. Главный из них — управление. Осматриваться вокруг можно только когда не активен автотач, потому что и для руления, и для камеры почему-то используется один и тот же левый стик. И в какие-то моменты это может стать проблемой, потому что когда приходит время взорвать ваше подобие машины, вам придется сильно долбить правый триггер. И чем сильнее у машины крашбрейкер, тем активнее придется долбить. А с самыми взрывоопасными тачками становится почти нереально совладать без замедления, которое дает автотач. И еще момент. В некоторых случаях вам нужно быть чрезмерно точным, чтобы пройти аварию лучше, чем на бронзу, что может выбешивать. К счастью, такое бывает редко. Зато у игры весьма любопытный подход к стопроцентным прохождениям. Для каждой локации есть свой список испытаний, которые вы можете выполнить, и в каждом списке имеется 8 заданий по типу выиграть гонку не разбившись, отомстить нескольким соперникам или разбить особую машину. Ничего особо сложного, и эти задания даже не привязываются к классу, то есть по сути список заданий каждой локации у вас один на всю игру, и все эти задания вы выполняете совершенно естественным путем, не запуская какие-то отдельные заезды, а просто по мере прохождения. Как только вы выполните список одной локации, вы получите в награду особый автомобиль. И для прохождения на 100% помимо золота во всех гонках нужно только завершить все списки испытаний. С одной стороны, это явное упрощение, потому что для полного завершения игры прям сильно стараться не нужно. То, что особые аварии в проценте не учитываются, только подкрепляет эту позицию. Но с другой, это один из самых ненапряжных способов полностью пройти игру, который не будет заставлять вас вымучивать ее до посинения, так что и устать от прохождения вы вряд ли успеете. На протяжении всей игры вы постоянно будете получать новые машины, и их здесь действительно много, хотя на самом деле не настолько, сколько игра хочет, чтобы вам казалось, потому что основных моделей здесь не так уж и много, а в дальнейшем вы получаете только их улучшенные версии, которых у каждого авто 2, и отличаются они по сути только увеличенной скоростью и более агрессивным обвесом. Зато между самими моделями разница чувствуется уже хорошо, какие-то рулятся так, будто едут по рельсам, а какие-то упираются и хотят ехать только вперед.
Какие-то сами срываются в занос, а какие-то не отличаются особой стабильностью из-за неравномерной разбесовки. И в контексте такой игры, как Burnout Revenge, наверное, даже и хорошо, что характер каждой машины очень слабо влияет на общий ход заезда. Гораздо большее значение имеют максимальная скорость, потому что именно в отсечке вы проводите большую часть времени, вес, более тяжелые машины не так просто спихнуть с дороги, и сила взрыва в случае, если вы разбились. В любом случае, управление здесь почти хирургически точное. Машина всегда делает то, что вы от нее хотите, настолько хорошо и быстро, насколько она это вообще может. Иное и непозволительно, когда вы каждую секунду рискуете расшибиться в лепешку с максимальной скорости, что вовсе не означает, что вы никогда не теряете контроль над своими колесами. Это все еще очень даже может произойти. А это подводит нас к сложности, о которой я ранее обещал рассказать поподробнее. Ну что ж, вот оно. Как и многие другие гонки, Burnout Revenge не стесняется использовать раббербендинг, чтобы притягивать соперников поближе к вам, однако делает она это весьма аккуратно. В отличие от, например, Need for Speed, тех же лет, которые давали всей стае отстать от вас на километр, и только какой-то один чувак на Fiat Punto был непобедим. Здесь все соперники держатся близко к вам. Они не умеют сильно отставать и уезжать далеко вперед. Если присмотреться, то видно, что игра пытается подстраиваться под вас, что для кого-то может выглядеть как упрощение, но в то же время этот механизм делает так, что надолго впереди вы не задерживаетесь. Рано или поздно вам придется немного повоевать за свою позицию, что лично я только приветствую. В гонках на время, как я говорил, у вас достаточно жесткие требования, так что ради золота придется постараться. То же самое в атаке трафика. Вы ограничены по времени, и каждая сбитая машина немного увеличит его запас. Только с каждым кругом увеличение будет все меньше, и вы будете все ближе к нулю на таймере, а иногда у вас и цели бывают достаточно высокие, так что приходится приложить некоторые усилия, чтобы выиграть. В общем, игра дает вам напрячься в разумных пределах, даже в случаях, когда она под вас подстраивается. Я уже не знаю, сколько раз я ее проходил, и время от времени я до сих пор зависаю в некоторых гонках дольше, чем надо, что приятно. При этом и для не самых опытных водителей челлендж здесь тоже будет вполне посильный. В целом-то... Хотя постойте, я же еще не говорил о саундтреке, и знаете, что я скажу? Он просто уничтожает. Иметь настолько охеренный трек-лист должно быть просто незаконно. Назовите любое большое имя рок или альтернативной сцены нулевых, и оно здесь есть. Avenged Sevenfold, Bullet for My Valentine, Fall Out Boy, Апокалиптика, Animal Life, что угодно. Что-то более электронное? На здоровье. Хоть LCD Sound System, хоть The Chemical Brothers, хоть Timo Maas. Во всей серии это самый тяжелый и адреналиновый саундтрек с большим отрывом. И как же он чертовски подходит ко всему, что творится на экране. Вы несетесь на скорости 350 км в час, вообще не замечаете, как раскидываете трафик во все стороны, совершаете 5-секундные прыжки, входите в полукилометровые заносы, раз в каждые секунд 15 расщепляя на атомы машину очередного соперника, пока в динамиках изо всех сил надрывается ваш могучий VS-12, шины страдают на весь город в формате Dolby Pro Logic, басы от столкновений вызывают заложенность в ушах, а беспощадные гитарные запилы в стрейт-то-видео на фоне просто переносят вас в другое измерение. Ощущение от этого не сравнить абсолютно ни с чем. Это чистый экстаз. Именно за это я искренне люблю Burnout Revenge. Она громкая, дерзкая, безумная, и она этим гордится. И когда с этим безумием свыкаешься, от процесса начинаешь получать какое-то нездоровое количество удовольствия. Столько, сколько я точно не получал ни в одной другой гоночной игре, включая остальные части Burnout. Burnout 3, например, просто не настолько сумасбродная. Бездумно сшибать трафик не выйдет. Почти любое столкновение с неудачно подвернувшейся проезжей машинкой приведет к аварии. Да, это вводит элемент риска, но разбиваешься ты из-за этого все равно чаще, а травмоопасность трафика означает, что таким плотным, как в Revenge, он и близко быть не может, иначе через него будет просто не проехать. И это значительно снижает ощущение скорости. Самые медленные машины и в Takedown, и в Revenge жмут максимум 160 миль в час, но если в трешке эта скорость ощущается просто нормально, то в Revenge даже это выглядит, будто вы сейчас в космос улетите. Режим аварии в трешке более пассивный и непредсказуемый. Здесь были пауэрапы, впервые появившиеся еще во второй части, которые могут дать вам денежный бонус или множитель, но это не отменяет того, что после того, как вы врежетесь, вам остается только сидеть и смотреть, как ни о чем не подозревающие водители собираются в одну большую кучу искореженных машин, и даже общий ущерб вы узнаете только после того, как иссечет
отсчет время, да и свою машину выбрать перед стартом вам тоже не дадут. И все это не к тому, что Burnout 3 плохая игра. Она отличная, в нее я вам тоже рекомендую поиграть, если еще нет. И без нее не было бы Revenge, просто последняя дала этой основе раскрыться еще сильнее. Ладно, может еще и отсутствие у меня ностальгических чувств к трешке тоже играет свою роль, потому что с ней я познакомился не так давно. Зато я дольше знаком с Paradise, которая тоже ни в коем случае не является плохой игрой, но вот Burnout это уже не такой классный. Paradise это первая и единственная игра в серии, которая изначально разрабатывалась под 7-е поколение консолей. А это значит, что туда хоть как-то нужно было запихнуть открытый мир. Зачем? Ну так надо. Разнообразие локаций, присущие всем предыдущим частям, включая спин-оффы для PSP, на помойку. Коллектаблсы, с которыми во все времена по-настоящему запаривались лишь единицы. Заходите, чувствуйте себя как дома. Под новое поколение совершенно переделали и физику, не только сделав динамические повреждения машин впервые в серии, но и полностью поменяв их поведение на дороге. И с последним у меня бы не было никаких проблем, если бы это не сочеталось с открытым миром и его исполнением. В Revenge, Burnout 3 и где-то даже Burnout 2 машинки всегда были достаточно легкие и очень отзывчивые, они всегда мгновенно отзывались на ваш ввод. Paradise стала стремиться к реализму, сделав машины гораздо тяжелее и значительно снизив отзывчивость на повороты руля. Это не доставляло бы никаких сложностей на закрытых трассах, как в прошлых играх. Но здесь у нас открытый мир, половину карты в котором занимает город, с бесчисленным количеством перекрестков, узкими улочками и всеми прочими прелестями. А знаете, что еще весело? В гонках у вас нет заданного маршрута, только финишная линия, к которой вы уже добираетесь как вам угодно. Хотя игра все равно знает оптимальный маршрут и подсказывает, куда повернуть, заботливо включая поворотники. В этом моменте и заключается основной конфликт. Вроде бы это Burnout, значит надо сжать газ в пол, нестись вперед и ни при каких обстоятельствах не отпускать кнопку ускорения. Но при этом вам почему-то нужно успевать за доли секунды реагировать и вписываться в повороты под прямыми углами на перекрестках на узких городских улочках. Иначе вам либо придется на лету перестраивать маршрут, либо вы во что-то врежетесь. И даже здесь облом, потому что убрали автотач, и если вы разбиваетесь, то вам остается лишь сидеть и смотреть, как ваш некогда красивый спорткар превращается в груду железа. Управление машиной у вас забирают полностью. Зато хотя бы чувство скорости сохранили, даже несмотря на значительно поредевший трафик, потому что его проверку тоже выпилили. Спасибо свободно двигающейся камере и чуть измененному масштабу машин к окружению. А вот над режимом аварии просто надругались. Отдельные события с несколькими путями прохождения и экспериментами? Да кому это надо? Просто нажми одну кнопку прямо во время движения и прыгай себе вперед по улице, приземляясь на все машины, в какие только попадешь. Медали и цели, да и без них вроде бы тоже можно обойтись. Главное, рекорд этой улицы побей. Только мы тебе за это не дадим ничего. А даже если не побьешь, ну и ладно, ничего страшного, все равно ничего не дадим. И посмотреть на взрывы тоже, потому что Crash Breaker после 2 игр, 4, считая спин-оффы, мы тоже убрали. Но опять же, это не значит, что Paradise плохая игра. Свое удовольствие я от нее тоже получил, но его было не настолько много, как от Revenge. Наверное, поэтому я до сих пор немного дуюсь, что ремастер получила игра о Paradise City, а не та, в которой можно играть в футбол другими машинами прямо на дорогах общего пользования. И это натолкнуло меня на вопрос: а когда я вообще в последний раз по-настоящему кайфовал от гонок? При всей-то моей любви к жанру. И оказалось, что практически ни одна игра 8-го поколения консолей, а это отсчет идет аж с 2013 года, ответом на этот вопрос не станет. И даже не столько потому, что там не было хороших игр. Они были. Больше потому, что внезапно куда-то исчезли все эксперименты, а с ними и сам жанр выпал из поля зрения. Сейчас буду звучать как один из тех, что говорят, что раньше трава была зеленее, но в данном случае это действительно так. Раньше, на 6-м и 7-м поколениях, она реально была зеленее. Именно на PS3 и X360 мы в последний раз видели Burnout, не считая недавнего ремастера Paradise. Но даже кроме нее, вы видели хоть где-нибудь что-то нестандартное из гонок за последние лет 10? Как, например, многими забытый дуэт Blur и Split Second, где в первой вы использовали пауэрапы, валявшиеся по всей трассе, как оружие против 2 десятков своих оппонентов, создавая настоящий хаос на дороге, при этом разъезжая на лицензированных машинах. А во второй уничтожали саму трассу, взрывая самые разные сооружения
сооружение и прямо на ходу меняя маршрут. Или трилогия MotorStorm, в которой вы месились в грязи вместе с еще горой машин, при этом трассы были настолько широкие и вариативные в плане возможных путей, что на них можно было просто заблудиться. Драйвер Сан-Франциско — единственная гонка с действительно хорошим сюжетом и продиктованной им основной механикой, которая дает ей поистине уникальный геймплей, и о ней я даже делал отдельный разбор примерно год назад. Test Drive Unlimited, которая показала всем, что такое автомобильная RPG на самом деле. И даже Midnight Club, знаменитая своими абсолютно бешеными заездами через весь город и кастомизацией на грани фола. Даже Rockstar в свое время пыталась сделать что-то интересное и отхватить кусок пирога. Этот список я могу продолжать еще очень долго, но суть, я думаю, вам ясна, потому что сейчас у нас есть по сути только Forza Horizon, в которой от игры к игре кроме места действия почти ничего не меняется, и Need for Speed, которая пусть с переменным успехом, но хотя бы пытается каждый раз делать что-то новое, за что я ее по-прежнему очень ценю. Но что есть кроме них, не считая ежегодные релизы лицензионных симуляторов по типу F1 или WRC? Да, есть те же Dirt и Grid, но они находятся в каком-то подвешенном состоянии. Игры вроде неплохие, но даже своим предшественницам с прошлых поколений они все равно уступают. Несмотря на всю кажущуюся простоту и поверхностность, в жанре есть куда разгуляться, что год за годом доказывали игры эпох PlayStation 2 и 3. Их было много, они все были очень разные, каждая со своей отличительной чертой, а то и с несколькими. Да, некоторым не везло с датами выхода или маркетингом, но были и успешные серии, и успешные разработчики. И у меня есть одна теория, почему сейчас в жанре такая засуха. Гонки жанра сам по себе достаточно нишевый, и на протяжении как минимум 2 консольных поколений в нем была такая жесткая конкуренция, что всем места просто не хватало, особенно когда на фоне были более массовые развлечения. Шутеры, экшены, RPG и все прочее. Некоторые игры проваливались в продажах или охвате аудитории, те же Blur и Split Second, несмотря на то, что были изданы не абы кем, а Activision и Disney соответственно, вышли с разницей всего лишь в неделю, из-за чего просто съели аудиторию друг друга и обе оказались на обочине. А Midnight Club банально не выдержала конкуренции и сдулась на 4-й игре в серии. И после практически 15 лет жестокой битвы за внимание достаточно узкой аудитории автолюбителей геймеров, разработчики и издатели просто устали, потому что чтобы выделяться в этом жанре, нужно прикладывать больше усилий, чем где-либо еще, иначе твои старания вряд ли будут замечены. А стагнация и засуха 8-го поколения — это лишь отдых, временное затишье, потому что на PS4 и Xbox One вышло огромное количество действительно отличных игр, многие из которых тоже пытались делать что-то новое, расти. Хорошая такая часть моих любимых игр вышла именно в эту эпоху. В этот же временной отрезок вся индустрия в целом начала расти быстрее, чем когда-либо, и получать все больше признания. Столько ресурсов не было еще никогда. Ни креативных, ни технологических, ни финансовых. И хочется верить, что меня не глючит, когда со стартом нового поколения я вижу признаки возрождения жанра. Уже вышли необычные Hot Wheels Unleashed и Destruction All Stars. Пускай последняя получилась, такой себе, зато обе пробуют что-то новое. После спячки длиной в поколение возвращается Test Drive Unlimited. Если все пойдет по плану, то уже в 2023 мы увидим TDU Solar Crown. И даже у Gran Turismo 7, несмотря на все проколы с монетизацией и прогрессией, есть своя фишка, так как она об автомобильной истории и культуре не рассказывала, по-моему, еще ни одна игра. Ну и конечно же в этом году должна выйти и новая Need for Speed, за которую взялась Criterion Games в сотрудничестве с Codemasters. Пусть новостей о ней пока нет вообще почти никаких, я думаю, что это точно будет интересно. Я очень надеюсь, что я прав. В любом случае, как фанаты жанра, мы должны продемонстрировать интерес, показать, что мы готовы и хотим видеть новые идеи. Может даже дойдет до того, что вернут Burnout, как знать. Ремастер трешки или Revenge уж точно мог бы подогреть аудиторию, напомнив, что гонки на самом деле могут быть гораздо более веселыми, чем люди думают. Спасибо за просмотр.